Уж не знаю, в курсе ли вы, но я большой любитель жанра ММО. Я провел в нем много времени, у меня есть целый канал, посвященный ММО, и, возможно, некоторые из вас знают меня именно по этому жанру. И, как мне кажется, я кое-чего да могу пояснить за него. Но недавно я столкнулся с новым для себя явлением в жанре ММО, а именно MMORPG системой Play to Earn. Простыми словами, да, MMORPG, в которой можно фармить криптовалюту и в которой ваши персонажи могут стать NFT. И, разумеется, меня это очень заинтересовало. Так что, здравствуйте, меня зовут Даниил, вы на канале Project A. Сегодня мы вам расскажем про Play to Earn MMORPG, своего рода первопроходец в этой системе, корейская MMORPG Мир 4. Перед началом я лишь напомню о важности не забывать тыкать лайкос, если ролик будет для вас полезным, писать комментарий в поддержку и, разумеется, подписываться на наш YouTube канал, чтобы не пропускать свежие обзоры и новости на GameFi проекты, и, конечно, на наш Telegram канал, в котором вас также ждет целая тонна полезной инфы. Ну, поехали. Пожалуй, тут стоит сделать небольшое предисловие. В чем одна из главных проблем практически всех MMORPG, что сейчас есть на рынке? Вы не владеете активами в этих играх. То есть вы тратите на игру сотни, а то и тысячи часов, прокачиваетесь, точитесь, одеваетесь, возможно, донатите определенные крупные суммы, но все упирается в пользовательское соглашение игры. А практически все соглашения во всех ММО говорят о том, что вы не владеете вашим аккаунтом и его содержимым. Все принадлежит компании-разработчику. Вот так, то есть твой вар в full арена сете с гладиатором в нескольких сезонах, с парой очень редких маунтов, он тебе не принадлежит. Или, например, в Black Desert твой условный страйкер в 19-м, а то и 20-м круге, это не твое. И в любой момент ты можешь этого лишиться по прихоти разрабов. Захочешь продать, это огромный риск получить бан. Голду тоже выводить нельзя. Предметами торговать, как правило, нельзя, все это считается РМТ, все запрещено. И в некоторых проектах это проблема. Почему я так полюбил GameFi индустрию? Она позволяет тебе владеть твоими активами и распоряжаться ими как угодно. И все имеет свою ценность. Надоела тебе игра? Абсолютно легально продал персонажа, продал все ценное с него, вывел в реал, сидишь, кайфуешь. Если вы не знакомы с этой системой, даже поверхностно, обязательно посмотрите самый первый ролик на нашем канале, где мы простыми словами объяснили, как работает вся эта система. По поводу MMORPG с NFT, с возможностью вывода активов, то есть по факту в реальные деньги, я вижу в этом будущее жанра ММО. Вопрос, конечно, остается в реализации. И мы говорим не только о сегодняшней игре на обзоре, которая Мир 4, но и про будущий проект от этих же разрабов и Мир, про браузерную MMORPG с шикарной стилистикой Mad World и другие. Однако жанр ММО невероятно сложный, и на разработку игр в этом жанре уходит очень много времени. А сейчас вся индустрия криптоигр находится в зачатке, и больше похоже на что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Поэтому наш сегодняшний гость — это своего рода пионер от мира крипто MMORPG, который лишь прокладывает путь в этой суровой, тернистой, но при этом дико молодой и перспективной индустрии. И самое важное, показывает, что эта схема работает. Мир 4 это кроссплатформенная, хотя больше все-таки мобильная MMORPG от корейской компании VMade, которая вышла на глобальный рынок в августе 2021 года. Сделана игра на Unreal Engine 4, что позволяет ей выглядеть на мобилках крайне прилично, но даже и на ПК выглядеть ничего, так скажем, весьма приятно. Хотя проблема игры довольно классическая для тонны подобных корейских ММО. Интерфейс ПК-версии сугубо мобильный. Это, конечно, полная ересь. Это, конечно, не эмулятор, это именно что ПК-клиент полноценный, Unreal Engine позволяет клепать мультиплатформенные игры только в путь, но именно что клиент недоработанный с точки зрения интерфейса. Если вы хотите начать играть в Мир 4, то это можно сделать через мобилки, ясное дело, скачать игру через Steam или скачать клиент через официальный сайт. Важный момент, если вы планируете использовать все блокчейновые фишки, качайте с оффсайта лаунчер, ну или с телефона, потому что в Steam крипта, как вы знаете, запрещена, и в Steam версии клиента нет возможности это все юзать. Обычно Steam версию юзают для твинков игроки с уже прокачанными на мобилке или на лаунчере основами. Ох уж этот дядя Габен. Начинается все, конечно, с создания персонажа. Традиционно в азиатских ММО у нас только одна раса — люди. И всего 5 классов, что как-то, если честно, маловато. Мастер меча — этакий слэйер с двуручем. Заклинатель — типикал визард с фаерболами да молниями. Боевой маг тут около саппорт, насколько я понимаю, лечит и калечит. Рубака — этакий гибрид, который может в одной стойке дамажить, в другой танковать и шикарен в ПВП за счет тонны контроля. Поговаривают, сложный мужик в освоении. И арбалетчик — типикал лучник соответственно. Не хватает, наверное,
наверное, какого-нибудь разбойника, чтобы получился джентльменский ДНДшный набор, ну да ладно. Могу, кстати, похвалить редактор персонажа. Азиатский ММО в целом вывели эту тему на новый уровень. Хотя, конечно, в Мир 4 он уже считается средненьким, но мне понравился. Есть чего покрутить, персонажи получаются довольно симпатичные. Есть всякие приятные мелочи вроде косметики, там родинок всяких. Опять же, для мобильной ММО очень даже недурственно. После создания персонажа нас ждет вполне типичное для ММО занятие прокачка. Выполнена в Мир 4 она, опять же, по всем канонам корейских ММО. То есть это сюжетная линия, она же в начале туториал, где нас обучают во всяким базовым механикам и объясняют все базовые системы игры, коих тут ну очень много. Попытаются заинтересовать нас сюжетом, который, как правило, достаточно посредственный, но в котором есть неплохие кат-сцены даже. И в целом он пусть и проходной, но я бы охарактеризовал его приятно проходным, вот давайте так. Такой вот новый термин. Когда вроде и неплохо, и не то чтобы интересно, но и средним назвать вроде тоже не получается, вот приятно проходной. Боевая система же сугубо автоматическая, за парой но. Да, 90% рутинного фарма в этой ММО можно делать на автобое. Ваш персонаж прибежит на место, заковыряет сам нужное количество мобов, сам будет юзать скиллы, сам пить банки на хп и ману автоматически. Вам лишь эпизодически надо подглядывать, все ли у него там в порядке. Но справедливости ради, в Мир 4 есть активности высоколевельные, в которых автобой и автобег уже не прокатят. И чтобы проходить этот контент успешно, надо управлять персонажем ручками. Например, опасные войд-зоны у боссов, из которых надо выбегать, или, например, ваша ротация в PvP особенно, которая завязана на этаких мини-комбо, то есть вам надо в правильном порядке прожимать скиллы, от которых загораются уже другие и нанесут критический урон. Ну и ульта у перса прожимается тоже в ручном режиме, а она очень важна. В целом система неплохая, но все-таки автоматики все равно многовато. Вот, например, я играл в Perfect World мобильный, там все сделано немножко лучше, вот прям классная система. Но Perfect World то китайское ММО, а это корейское, и у них довольно сильно отличающийся подход к построению контента. Я на этом деле, как говорится, уже собаку съел. В целом сюжетка ведет вас без особых проблем, уровня этак до 40-го. Затем проблемы начинаются. Опять же, типичная практика в азиатских ММО, так называемый Grind Wall. Это этап, когда вам надо довольно сильно бустануть ваши характеристики, чтобы продолжать развиваться. Иначе вы даже мобов по сюжетке не заберете, сил не хватит. И вот тут-то начинается веселье. Начнем, пожалуй, с того, что на 40-м уровне вы можете получать свой первый доход. И у вас открывается возможность добывать ресурс темная сталь и плавить его, собственно, в криптовалюту. Но проблема в том, что этот ресурс на данный момент стоит ну просто лютые копейки. И вам надо переплавить в районе 410 тысяч этой стали на 1 драка. Об этом чуть-чуть подробнее. Это для тех, кто переживал, что вся игра и весь заработок состоит сугубо в копании этой руды и ее плавке. Нет. Так зарабатывают разве что целые фабрики ботов, которые эпизодически волнами банят. Но толку от этого, правда, мало, их все равно в игре куча, они абсолютно все 40-го уровня, с лоу ГСом, и тупо сидят на этой руде так, что хрен прогонишь. Как тараканы, знаешь, вот их вырежешь всю поляну, они через полчаса опять набегут. Но и способ не то чтобы нам интересный. В целом, этой стали сыпется целая тонна с других активностей, и превращаться в каменщика и работать 3 дня без зарплаты смысла нет. Но чтобы добраться до более жирных способов подзаработать, придется откровенно подзапариться. Нам нужно поднимать наш БМ, то есть силу нашего персонажа. И для этого у нас тут целая куча систем, а также целая куча активностей, в которые вам придется регулярно бегать, чтобы по крупицам буквально поднимать свои статы. С чего бы начать? Ну, давайте по классике. Первое. Это, конечно, шмот. Ваша задача крафтить, выбивать или покупать на аукционе шмотки максимально высокого грейда. Грейдов тут по сути 4. Это, собственно, необычная зеленка, редкая синька, эпичный красный и легендарный желтый. В целом, шмотки дают самый ощутимый буст к статам, ну и добывать их тут целая проблема. Однако мало шмотки раздобыть, их надо заточить. Так что номер 2 – заточка. Конечно, вам понадобятся камни-точки определенного грейда под каждый цвет свои. До 5-го плюс уровня включительно мы точим совершенно безопасно, затем начинается опасный период, когда шмотка может еще и сломаться, а максимальная точка тут плюс 12. Жуть просто. Третье. Кроме этого, в шмотках надо наролить статы, чтобы были добротные, а это тоже та еще Диабло. Номер 4. Нужно прокачать скиллы. У них тоже есть ранги, и чтобы скилл дамажил адекватно, ранг скилла надо поднимать. Это тоже тут еще гемор, потому что скиллы апаются книжками, книжки тоже разных грейдов, и более высокие грейды добываются, конечно же, труднее. Пятое. Тело персонажа нужно заточить. Прокачать ему статы тела, прокачать ему ци, а этих ци хреново куча, и у каждой свои каты, плюс есть еще система уединенного обучения, помогите! Ну и, конечно же, камушки, куда ж без них. Эти камушки надо выбить, обязательно синтезировать с дико мелким шансом мелкие камушки в более мощные и проапать, соответственно, до топ-грейдов. С такого рандома даже Path of Exile немножко офигевает. Не забыть позаботиться о наборе питомцев, а они должны быть не меньше легендарных, а то шо ты как бомж. И, конечно, прокачать подвиг, это я даже хз как обозвать, это ну просто еще одна система, куда надо вкидывать ресурсы, на которую надо проходить квесты, и которую
которую надо прокачивать, от этого тоже БМ растет. Ах да, еще кодекс. Это такая коллекция, в которую надо закидывать шмотки, камни, ресы, и это тоже важно, и это тоже нужно. Ну и в клан тоже обязательно надо вступить, и клан тоже должен прокачиваться, у него целые отдельные ветки прокачки, и это, да, тоже важно. Я уже молчу про тайны, ачивки и другое. Запутаться и что-то забыть, ну, очень легко. Больше десятка гребаных систем, чтобы просто развивать персонажа. Это вообще что? Для тех, кто не понимает всей иронии, в каком-нибудь World of Warcraft максимум 3 системы, и многие считают это проблемой и перегруженностью. Но десяток систем, каждая из которых дико геймерно качается, каждая из которых необходима. Азиатские ММО меня просто убивают. Это я вам еще про более мелкие системы не рассказал, вроде открытия сундучков, но я думаю, вам и так хватит, хотя бы это надо переварить, согласен. Но да ладно, где же фармить добро на эту кучу систем? С активностями в игре все немножко попроще на самом деле, но тоже есть свои премудрости. Первое, это конечно сторилайн, но после 40-го он идет жуткими урывками, хотя за него дают неплохое количество экспы и всякой мелочевки. Второе, это сайд-квесты, в которых надо убивать тонны мобов. По 100, по 200, по 300, причем квесты еще и повторяются, то есть у вас может быть дейлик на условные 300 мобов, вы можете делать его 3 раза подряд. Этих квестов много, набираешь их прям пачкой, запускаешь их на автомат, и тупо перс бегает, убивает мобов, перебегает между квестами, снова убивает мобов, и все у него в общем-то хорошо, лишь бы банки не закончились. Выполнять все квесты, конечно, не имеет смысла, но самые полезные выцеплять необходимо, плюс квесты нужны для прокачки подвигов. Третье, это рейды. Есть рейды на 5 игроков, и они довольно простенькие. По сути, это даже не рейды, а данжи, в которых по одному боссу, но которого приходится ковырять довольно долго. Чем выше уровень босса, тем, разумеется, на него надо больше БМ. Большинство боссов изичные, но самые последние прям неприятные и могут поломать вашу пачку, если там будут АФК-подпивасники. А если рейды полноценные на 15 человек, то туда уже точно лучше с кланом в голосе ходить. Чисто для комфорта и для стабильности. С рейдов падает все подряд, ходить туда надо обязательно, сыпется всякое разное приятное. Четвертое, это волшебная площадь и безымянный пик. Это своего рода просто локации для фарма, ограниченные по времени. В каждую локацию вы можете залететь на полчаса, но у вас есть по 2 билета в день, то есть по факту час в день в каждой локации. Волшебная площадь — это многоуровневый данж, на разных уровнях которого вы фармите разные штуки. Например, есть комната чисто с рудой, есть комната чисто на максимум экспы, есть где камушки хорошо падают. И все в пределах вот этой одной площади, но разных инстансов. Безымянный пик же про другое. Это большая, единая, открытая локация, в которой и руда, и мобы, и самое важное — боссы. Ну и сундучки еще тоже. За боссов идут порой лютые файты, так как с них сыпется много полезного барахла, плюс еще рарники, мини-боссы, всякое такое. Есть, конечно, еще война за территории, но это топовый контент, нам оно пока что не особо интересно, разве что только в дальнейшей перспективе. И по факту это все. Можно сказать, что 3 активности обеспечивают тебя ресурсами на целых 10 систем. Почему нельзя было сделать 3 системы и каждой привязать активность, непонятно. Азиаты. Ну да ладно, с активностями и системами разобрались. На чем тут можно заработать? А это очень хороший вопрос. Давайте разберем экономику, токеномику и систему NFT. Игра работает на собственной блокчейн-сетке Wimix. Главный токен игры — это Драко. Он, кстати, довольно стабильный, это очень приятно. Токеномика в игре работает неплохо, токен не штормит, и это хорошо. Скамиться игра не собирается. Плюс недавно разрабы ввели новый токен Гидра. Это своего рода общий токен между всеми проектами разрабов, то есть в мир, судя по всему, тоже будет свой какой-то токен, но общий между этими играми — это как раз Гидра. Пока про курс Гидры говорить рано, он по факту только запустился и сугубо на перспективу. Как я уже говорил, на 40-м уровне у тебя появляется возможность фармить темную сталь и плавить ее в Драко, то есть в основной токен игры. Но это все хрень полная, потому что эту сталь надо фармить в миллион окон, платят за нее копейки. Одна монетка примерно за 400 тысяч стали, плюс комиссия, плюс лимиты, в общем, хрень. На 60-м уровне у тебя есть возможность запечатать своего персонажа и сделать из него NFT, то есть твой перс получает уникальный ключ и уходит на торговую площадку. Правда, за это придется отдать 4000 золота, что довольно весомо, но это обычная комиссия для разрабов, золото можно из аука заработать. Но главное, что ты можешь совершенно легально продать своего персонажа на маркетплейсе, и чем сильнее ты его прокачал и одел, тем, конечно, он будет дороже. И в целом, продажа прокачанных NFT персов — это своего рода способ заработка. Но, к сожалению, он тоже довольно геморный. Персонажа до адекватного ценника взращивать долго, муторно, и за месяц норм перса, на который можно получить хотя бы 300 баксов, вряд ли прокачать и одеть получится. Плюс тут приперлись в игру индусы, которые просто пачками их начали выкачивать и выкидывать на маркетплейс, отчего цена на NFT персов сильно просела в свое время, ща вроде немножко стабилизировалась. И в общем, этот способ подходит не для того, чтобы на нем зарабатывать прямо на постоянке, а скорее на том, чтобы выйти из игры, при этом окупив все свои
затраты. На данный момент основной способ заработка в Мир 4 завязан как раз на токене Гидра. Для этого вам понадобится персонаж 60 уровня, 40 не прокатит, и вам понадобится фармить ресурс Септерия. Если эту Септерию скомбить с токеном Драка, то получится выплавить ту самую Гидру, новый, более дорогой токен. И сейчас махинации примерно следующие. Это скупка Драка за копейки, это фарм Септерии и выплавка Гидры, и таким образом в день, если вы действительно играете в игру и вкладываете в своего персонажа силы, время, может даже деньги, то вы сможете получать определенные суммы. Там и по 100 баксов в день реально делать за счет продажи Гидры. Опять же, если мои расчеты верны. Также вам выпадают NFT вещи, не все шмотки в игре NFT, только некоторые, что, кстати, вполне справедливо и правильно. И суть в том, что если вы выбили шмотку, а на ней пометка NFT, то бегом на Marketplace и продавайте ее, при условии, конечно, что она вам не нужна. И по основным методам заработка вроде бы все. В целом, что можно сказать про эту игру? С точки зрения геймплея, это довольно типичная корейская мобильная MMORPG. Формула этих игр практически не меняется. Если ты играл хотя бы в одну подобную, ты играл во все. Это довольно долгая и лютая прогрессия, десятки систем, за которыми надо следить, 90% геймплея на автобое и автобеге, за редким исключением в виде топового контента. Это желательность вкидывать реальные деньги, чтобы ускоряться, и все это, как правило, ради типичного, прошу прощения, пиписькометрства. Есть возможность набить кому-то лицо в мире игры, сходить на захват территории и всякое такое. Типичная корейщина, только меняются декорации. Кому-то нравится такой геймплей, и не только азиатам, кстати, кому-то нет, сугубо вкусовщина. Я вот, например, лично предпочитаю более европейские ММО. С точки зрения заработка, тут все немножко неоднозначно. Возможность заработать тут, конечно, есть. Причем, что самое крутое, возможность заработать без вложений, в теории, что для Play to Earn проектов довольно редко. Однако времени у вас на это уйдет, ну, очень прилично, мягко говоря. Если помогать себе донатом, то, конечно, намного быстрее. Вообще, самое важное сейчас апнуть 60-й. Самый сок, конечно, на нем. Чисто для заработка игра, ну, не лучший, но более-менее интересный вариант. По крайней мере, это полноценная MMORPG, которая, правда, уже отживает свой срок, и это был своего рода эксперимент, но, по крайней мере, влиться в эту сеть VMix можно, плюс что-то даже подзаработать за счет Гидры. Но, опять же, это сугубо приятное дополнение к игре, а не прям полноценный способ зарабатывать. Имхону эта игра хоть и не скам, но и золотых гор вы тут не получите. Однако, вы можете в этой игре подготовиться к их следующей, и Миру, которая должна стать этакой улучшенной версией Мир 4 в европейском сеттинге на движке Unreal Engine 5, на старте которой можно, я думаю, будет реальный кэш подзаработать. Но поживем увидим. Однако, сама концепция NFT и блокчейна в MMORPG штука гениальная. Это решает миллионы проблем, связанных с бустингом, переливом рейтинга, РМТ и многое другое. Вопрос, конечно, в реализации. Но я почему-то уверен, что в ближайшие лет 5 начнутся какие-то крупные движники в эту сторону, и как минимум анонсируют крупнобюджетную ММО с возможностью фарма криптовалюты, которая будет без автобоя, без всяких гиперазиатских элементов. Я уверен, что так и будет. Жаль, что масса игроков к этому еще не готовы, но это временно. А если ролик был вам полезен, не забывайте ставить лайк, писать комменты в поддержку и, конечно, подписываться на YouTube канал с колокольчиком и залетать в нашу тележку. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.